Вот уже четвертый день моих экспериментов с паравингом. Уже появился какой-то автоматизм в движениях, поэтому сегодня решил идти на своем привычном комплекте, на котором катаюсь на винге. А именно доска 55 литров и мой фойл площадью 900 High Aspect от фирмы Axis. Итак, смотрите, как я стартую. Сначала ложусь на доску, потом сажусь на нее, как на серфе. Вот. После этого сажусь на колени. Затем очень быстро вскакиваю и поехали. Так как ветра сегодня достаточно, то даже пампить не нужно. Обратите внимание, как паравинг себя ведет при передозе. Видите, края уха начали болтаться. Дело в том, что это 4-метровый винг, а дует довольно сильно. Я думаю, что было бы намного комфортнее мне ехать на трешке. Поэтому вот я так его немножко депаурю, чтобы он меня совсем не разносил. Но основная цель моей тренировки сегодня — это имитация катания по волне. То есть я разгонялся, складывал винг и дальше уже пампил к берегу, словно я еду по Манаве. А когда, доезжаешь до низа волны, снова паравинг выкидываешь в небо, и продолжаешь свое движение. Вот здесь я разворачиваюсь и тут же захожу словно на пик. Еще раз о старте. Быстро садимся на колени, вскакиваем и поехали. Если вы катаетесь на винге, то вообще никаких проблем со стартом на паравинге у вас не будет. Это все ровно тот же старт, как и на винге. Вам нужно только научиться управлять вингом, и желательно, чтобы ветра было достаточно. Но в моем случае его слишком уж много. Я бы предпочел сегодня, наверное, кататься на 3,5 или на 3. Вот у меня только 4. А еще прикол, когда ты складываешь купол, важно, чтобы он у тебя не закрутился на 360. Вот, я этот момент пока очень плохо контролирую. И вот как в этой попытке, смотрите, я когда попытался его выкинуть, он у меня узлом был там завязан. Поэтому вот приходится останавливаться, падать и его раскручиваться. В принципе, никаких проблем. Опять же говорю, был бы ветер, можно было бы спокойно перезапуститься. Что я могу сказать? Для меня паравингинг — это, наверное, следующий логичный этап развития моего фойлового опыта. То есть сначала я катался на фойле с кайтом, затем люди придумали винги. Это было уже 5 лет назад, то есть 5 лет я катался на винге. И сейчас мне хочется очень перейти на паравингинг, потому что это что-то новое, что-то довольно интересное. И в этом есть огромное преимущество, то, что его наконец-то можно убрать. То есть на кайте меня парило то, что тяги слишком много, как бы она ни дрейфовала. На винге уже этого почти нету, но все-таки у тебя постоянно винг там норовит зацепиться за воду, а здесь ты полностью свернул и кайфуешь. Настолько кайфуешь, что в свернутом состоянии ты просто кладешь винг под живот и можешь спокойно грести на берег. Если, например, ветер закончился или, как я здесь, загреб в ветровую тень, и очень просто вернуться на берег. Поэтому, ребят, те, кто уже искушенный вингер и хочет попробовать что-то новенькое, паравингинг — это вообще просто следующая ступень. Очень рекомендую.